Всем привет, с вами Дэн, и уже несколько раз показывал вам, рассказывал про некоторые модели от швейцарского часового бренда Titany. И знаете, это один из тех брендов, который предлагает отличные продукты в соотношении цена-качество. Такой крепкий швейцарский бренд с высоким качеством, но при этом по весьма адекватным демократическим ценам. И сегодня на обзоре универсальная модель в винтажной стилистике в линейке Heritage. Ну, понятное дело, такой исторический дизайн. Значит, референс 83019 SST638. И давайте сразу пройдемся по характеристикам. Внутри здесь стоит механизм Селита SW201 с кастомным ротором, который позолоченный. Корпус стальной 316L, кожаный ремешок, водозащита 50 метров, подсветка суперлюминовая, сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием. Здесь купольное стекло, сильно такое выпуклое. Swissmade и ритейл в России 113 500 рублей. Часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сети магазинов наручных часов All Time, за что им большое спасибо. Давно на эту модельку поглядывал, и вот есть возможность вам ее показать. Ну что ж, у нас часы такие в винтажном стиле, и важно померить, сколько по размерам. 39 по корпусу, высота с учетом купольного стекла 12,2, но стекло очень высокое. Если мы вот здесь померим, где стекло немножко пониже, уже 10 мм, да, официально заявлено 11,8, но на самом деле они ощущаются поменьше, конечно, существенно. Здесь вопрос, как мерить стекло. По ремешку 20 мм, стандартный ремешок, если что, можно будет поставить сторонний. И от ушка до ушка 48,5. Ну что ж, давайте, наверное, сразу же посмотрим, как на моем запястье будет, а потом будем по деталям. В запястье 18,5, слушайте, ну посадка шикарная. Ушки достаточно длинные, но видите, они загибаются вниз, поэтому как бы немножко скрадывают свою длину. И при этом мне нравится, что сделали ремешок ну прям вплотную к корпусу, никакой дырки нет, то есть крепление ремешка идет аж посередине ушек. Интересное, качественное решение каких-то вот таких залысин, да, что называется, между корпусом и ремешком здесь нет. Гармонично, хорошо сделано. И знаете, вот когда смотришь на эти часы, то сразу бросается в глаза циферблат. Он очень аккуратный, такие теплые тона здесь, сразу навевает в воображение нечто вроде автомобильных приборов, там, тахиметр и так далее, может быть даже часы 60-х годов. А затем начинаешь рассматривать корпус и видишь вот эти изящные ушки. Трехобъемник такой, да, задняя крышка, высокий рант, высокое стекло и центральная часть максимально тонкая, просто максимально тонкая. А посмотрите, какие необычные изгибы на ушках. Такие раньше я не встречал. Очень красиво. Конечно, современные станки позволяют делать невероятные вещи. И здесь вот это вот обрамление, это вот такого лепесточка на ушке. По границам оно идет с сатинированием. Центральная часть, вот все вот это углубление в ушке, это зеркальная полировка. И тут еще углы у нас такие внутри острые. Ой, нет, ну корпус здесь, конечно, вау. Мое почтение. Сделано круто, необычно. Очень вкусно, очень красиво. И знаете, необычно, да. И вот часто задумаешься о том, что топовые бренды, да, ну, мы все про них знаем, они, как правило, делают одно и то же. Из года в год, ничего не меняется, все одно и то же. А бренды средние, микробренды, они, как правило, ну, что называется, стараются чуть больше для покупателя в плане дизайна, в плане отделки, в плане эстетики, в плане новых каких-то поисков, новых корпусов, вот чего-то такого найти, даже вот вроде бы уже все создано, да, но они все равно могут что-то интересное представить. И как раз здесь вот такой отличный пример, вот эти вот Titany Heritage. Здесь очень, кстати, красивый, да, я бы даже замахнулся, наверное, на формулировку идеальный корпус, отличные пропорции, да, 39 мм при такой средней длины ушках и правильном креплении ремешка, волшебные эти изгибы и качественная полировка, и зеркальная, и сатинирование. Здесь вот есть сатинирование, да, по нижней части, чуть-чуть по верхней части ушек, оно не бросается в глаза, как будто бы весь корпус зеркалка, но нет, есть вот очень такие аккуратные вкрапления с сатинированием. И, конечно же, купольное стекло гармонично добавляет эффекта такого вот винтажности. К модели, как мне кажется, просто роскошно подобран ремешок, потому что он
хорошего оттенка, не кричащего, такой светло-коричневый, хорошо сочетается с таким серым и черным, и тоже, опять же, коричневый, такой люминовый на циферблате. Немножко, может быть, освежает, да, осветляет эти часы. Классный такой, да, вот матовый, с прострочкой ремешок. Он такой немножко пухлый в самом начале, поэтому должен приработаться к запястью. Дальше идет уже такой очень-очень мягкий и шикарная застежка. Фирменная от Tiffany. Здесь все прям дорого, роскошно, удобно. Класс, здесь круто. Ну и циферблат. Здесь циферблат имеет классические параметры, без накладных меток. А здесь печатные, хотя объемные цифры, стрелки, мячи такой, да, правильной длины, прямо-таки как будто бы немецкая школа, и контрастная красная секундная стрелка. Опять-таки такая аллегория у меня на автомобильные приборы разные. Ну и сочетание черного с серым, да, по циферблату меняет, в зависимости от разного угла освещения, конечно, циферблат меняет, да, от полностью черного до серо-черного, и это будет интересно, особенно когда летом, да, когда яркое солнце, это будет более контрастно. Ну и циферблат получается более такой душевный, что называется, более живой. На мой вкус все очень красиво, строго, да, и при этом нет даты, поэтому все, все гармонично. В этом плане не нравится. Задняя крышка, тут опять же, да, вот мы видим тут QR-код, под ним машинка, да, автомобиль, опять же, 50-й, 60-й где-то. Так что как раз я, наверное, угадал, что вдохновлялись автомобильными приборами. Нет системы быстрой замены ремешка. Конечно, хотелось бы это все наблюдать, но, к сожалению, нет. Но, знаете, в базе ремешок настолько классный, что вряд ли вы захотите его поменять. Ну что ж, давайте чуть более детально. Понятно, купольное стекло, поэтому антиблика здесь, конечно же, в этом плане не хватает, как и всегда с такими стеклами, да, много-много бликов. Но в реальной жизни, когда не такое освещение, все намного более гармонично будет. И посмотрите, как классно сделан корпус. Как это круто, а? Крепление ремешка. Нет, ну здесь вот корпус, это прям, не знаю, 10, нет, 11 из 10. Я вот такую оценку бы поставил. Очень круто, очень мне нравится. Ну что ж, наверное, все уже рассказал про эти часы. Я бы по итогам сказал так. Прекрасно исполнены. Отличный дизайн, если нравится вот такой стиль, и чтобы был хороший, такой крепкий швейцарский бренд, не было какого-то оверпрайса, то точно стоит рассмотреть и обязательно примеряйте на свое запястье. Если сядут, то, собственно, почему бы и нет. Здесь в этих часах, конечно же, большое количество плюсов. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.